Майкл вошел в зал, тяжело дыша после спешки. Его дыхание было сбивчивым, сердце колотилось от быстрого шага. На его одежде были пятна жира, застывшие следы теста, а на темной ткани виднелась пыль от мешков с мукой. Волосы растрепались, несколько прядей выбились из-за уха, а руки пахли свежим хлебом и дрожжами. Он спешил прямо из пекарни, отработав длинную смену, и не успел даже переодеться. Времени едва хватило, чтобы добраться до зала, и он боялся опоздать на свадьбу своего сына. Даже уставший и неопрятный, он знал, что должен быть здесь в этот важный день. Гости обернулись, и по залу пробежал шепот. Кто-то с недоумением посмотрел на него, кто-то презрительно отвернулся. Среди сверкающих нарядов гостей его потрепанный вид казался чужеродным. В центре зала стоял Ричард. Ослепительный, в элегантном костюме с сияющими от счастья глазами. Он заметил отца и тут же сорвался с места. Все ожидали, что он смутится или, возможно, даже осудит его за неподобающий вид. Но Ричард подбежал и крепко обнял Майкла, не обращая внимания на пятна муки, на удивленные взгляды и на шепот вокруг. Он повернулся к гостям, и в зале наступила тишина. Глядя на отца, он осознал, сколько жертв тот принес ради него. Бесконечные смены в пекарне, ночи без сна, годы, посвященные только тому, чтобы сын мог жить лучше. Этот день был возможен только благодаря ему. Гости смотрели на них в молчании. Кто-то отвел взгляд, стыдясь своих поспешных суждений. Кто-то смахнул слезу. И вскоре зал наполнился аплодисментами. Майкл стоял среди людей, которые еще минуту назад осуждали его. Теперь же он чувствовал тепло, гордость и бесконечную любовь своего сына. Все было не напрасно. Через несколько минут Ричард снова подошел к отцу, ведя его за руку к столу, накрытому для родных. «Прости, что я не настоял, чтобы ты отдохнул перед церемонией», — с мягкой виной проговорил он. Майкл лишь улыбнулся. «Ты же знаешь, я бы все равно пришел, даже если бы мне пришлось идти босиком через весь город». Гости уже не смотрели свысока. Напротив, многие подходили, благодарили Майкла за его труд, рассказывали, как он когда-то угостил их хлебом в трудную минуту или как его советы помогли пережить тяжелые времена. Старенькая учительница Ричарда со слезами сказала: «Вы воспитали невероятного сына, и теперь мы понимаем, откуда в нем столько доброты». Позже, когда солнце клонилось к закату, Майкл сидел в одиночестве у открытого окна зала. В руке он держал бокал лимонада, наблюдая, как в саду под музыку танцуют Ричард и его жена. Он чувствовал, как наполняется сердцем чувство завершенности, будто все в его жизни пришло к правильному итогу. «Спасибо, Эмма», — прошептал он, обращаясь к покойной жене. «Мы сделали это». И в этот момент, среди музыки, голосов и света, он знал, это был самый счастливый день в его жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.